Привет, Cover Project. Это Федор Арзаманов из архитектурного бюро «Акант». Приглашаю вас на наш новый объект. Привет, Cover Project. Меня зовут Павел Железнов. А меня Иван Поздняков. Бюро P+Z. И сегодня вам расскажем о нашем новом потрясающем проекте в духе итальянского рационализма. Федор, здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы поговорить про ваш последний проект. С чего вообще все началось? Как вас выбрали заказчики? С каким запросом они к вам пришли? Началось как обычно, с первого разговора с заказчиком, знакомства и психологического контакта, но без этого ничего не бывает. Дальше обсуждение тех заданий, которые это рутинные процедуры. Нюанс был один. То, что хотят очень многие, эти заказчики на это решились. Это одноэтажный дом. Все должно было быть в одном уровне. Это необычно. А почему такой запрос был? Почему один этаж? Как правило, все строят себе вверх, по два этажа. Во-первых, люди пожили уже достаточно долго в своем предыдущем доме, полностью адекватно представляли себе эту загородную жизнь, и их больше всего не устраивало по разным причинам именно необходимость перемещаться с этажа на этаж, лестница, вечное движение. В принципе, жить в одноэтажном доме — это самое удобное, что может быть. Потому что мы привыкли к лестницам, но на самом деле ничего удобного в этом нет. Это просто экономит площадь, да, и все. Расскажите, как строилась работа над домом, с чего вы начали проектирование, непосредственно архитектуру, как проектировали? Опять же, очень важна функциональная составляющая. И на самом деле одноэтажное расположение дома накладывает свои определенные, даже не ограничения, а свои правила. Да, то, что обычно, привычно в 2 или более этажей располагается, должно быть размещено на земле, при этом соблюдены все правила видовые и по инсоляции и так далее. Поэтому получилось сразу же несколько зон, которые требуют правильного освещения, зоны, которые требуют и освещения, и вида. На участке есть лесная часть, соответственно, в сторону леса,
и, так скажем, технические, да, хозяйственные, которые не требуют. Разбросав эти зоны, абсолютно дом приобрел вот эту вот трехчастную форму, фактически буквы «П», где появился въездной внутренний двор, там, где наименьшее количество солнца образовали все технические вспомогательные помещения, и жилые разместились вдоль двух освещенных частей. Естественно, мастер-зона вся выходит на и освещенную, и с хорошими видовыми характеристиками. Да, и солнце, получается, в гостиной практически поворачивает вокруг гостиной. Поворачивает это тоже не случайно. Во-первых, была по договоренности с заказчиком разработана идеология, что гостиная — это, как и в любом доме, да, центральная история, в которой соединяются дети и родители. И, соответственно, с одной стороны располагаются все детские комнаты, блоки, и с другой стороны родительские. Естественно, приоритет был отдан все-таки родителей, которые в этом доме и будут жить всегда, и им отдана более видовая часть. Налес менее видовая, соответственно, отдана детям, но в этой зоне там достаточно тоже оставалось много участка, там предполагался парк, такой искусственный, новый, но подробно проработанный и посаженный. Во-первых, по участку он разделен на две части. Одна без деревьев, и вторая — это настоящий лес, соответственно, в котором внутри располагается только одно строение — это баня. Север находится здесь, соответственно, солнце освещает дом и участок вот таким вот образом. И понятно то, что все жилые помещения должны иметь правильную инсоляцию, располагаться на солнце, и вот это вот две стороны нашей буквы «П», они являются жилыми. Пока Федор рассказывает про расположение дома на генплане, хочу напомнить, что подробные планировки и рассказ архитекторов о планировке находится в нашем телеграм-канале, поэтому, если вам это интересно, переходите и смотрите. Эта часть, выходящая строго на север, технически, поэтому и дом сдвинут ближе к северной границе участка, потому что зона за домом не имеет смысла, это просто такой функциональный хозяйственный дворик. Соответственно, кроме того, что вот эта часть освещенная, мы видим, что она выходит на красивый собственный лес, то есть она еще и видовая, и поэтому здесь располагаются и террасы все, и, главное, мастер-зона. В это крыло располагаются детские блоки и гостиные на пересечении двух жилых блоков, как некая связующая часть всего дома, всей семьи и так далее. При ней же большая основная терраса. Я знаю, что ваше бюро и сами вы проектируете, но на этот проект вы привлекли других. Ну, слушайте, любые формы коллаборации и творческого сотрудничества, они нужны. Единственное, что всегда это должны быть люди, которые идейно нам подходят. И в данном случае мы с заказчиками на ранних довольно стадиях, когда только-только разрабатывалась там, не знаю, концепция дома, уже думали о том, кто внутри может подхватить эту идею. И мне кажется, что в итоге было принято абсолютно правильное решение. Ну да, просто очень частая история, когда дизайнер заходит в уже готовый проект, ругается на архитектора, что-то переделывает, а тут ребята подключились еще на этапе проектирования. Во-первых, на этапе проектирования, но самое главное, что мы абсолютно сразу же поняли друг друга, главную идею проекта, я абсолютно с удовольствием наблюдал за их работой. Это как раз очень положительный пример сотрудничества. Скажи, как вы выбирали стилистическое решение, потому что проекты у вас разные достаточно, и темные, и светлые. Чуть подробнее про это.
Прежде всего, в своих проектах мы, конечно, ориентируемся на внешний облик здания. Здесь мы, безусловно, знаем проект Аканта и, собственно, были очень рады, что нам удалось поучаствовать в их здании. Знаем, что Федя делает классные загородные дома, и архитектура дома, собственно говоря, явилась таким ключевым аспектом понимания дизайна интерьера. То есть мы хотели, чтобы основные принципы, материалы, фасады перешли внутрь проекта, чтобы дом воспринимался органично. Давай немножко пройдемся по зонам, как попадает человек, что он видит, вот это доминанты, которые на входе. Да, основная приветственная зона – это центральный вестибюль, где мы видим гигантскую люстру, собственно, такой главный объект этого интерьера, стол, на котором каждый раз можно выставлять разные букеты, тоже такая центральная часть интерьера, и она, собственно говоря, находится на пересечении главной оси. Оси плана – это ось главного входа и гостиной, которая, собственно говоря, образует анфиладу, это ось. И мы через это пространство попадаем в гостиную. Главное помещение дома. Собственно говоря, гостиная, она открыта и в сад, открыта в зону спален. Гостиная выходит в сторону основной террасы, где расположен обеденный стол. Как бы мы видим, что в гостиной обеденного стола нет. Да, кстати. Вот это тоже такой необычный очень прием, то, что он оказался не нужен для владельцев дома. Здесь есть большая кухня, она очень функциональная и занимает большую часть гостиной. В зоне гостиной камин, это такая важная часть интерьера, и отделка камина, мрамор, который использован здесь, он небольшими деталями прослеживается в остальном интерьере дома. То есть из этого же мрамора сделана отделка ванных комнат, мастер-спальни, отделка фризов в гостевом санузле. Это тоже такой небольшой акцент, он очень мягкий, не агрессивный, и он по всему дому плавно тоже интегрирован. При этом камень модный выбрали. Да, ну это очень такой классический итальянский мрамор. Вообще, на самом деле, мы вдохновлялись архитектурой итальянских интерьеров эпохи рационализма, это 30-е, 60-е годы, в частности в Милане. Собственно, этим интерьерам свойственно тоже отсутствие ярких декоративных деталей, и основной акцент сделан на благородстве материалов. В доме, когда заходишь, и первое, что ты видишь, это вот эту анфиладу, в которой мы находимся, и она не единственная, тут очень много анфилад. Ну, анфилада вообще очень красивый прием, да, архитектурный. А кроме того, он же не изобретен сам ради себя. Это некая функциональная связь внутри дома. И любая анфилада показывает внутреннюю жизнь дома. Ну, это движение энергии, да, внутренней. Люди так ходят, так соединены части дома. И они приглашают и привлекают там, из одной части в другую. И наоборот, не дают там, куда не нужно ходить людям, там туда нет приглашения, туда не ведет анфилада никак. Приятно. Ну да, он очень живой и не ощущается вот таким огромным, то есть все пространства достаточно уютные, несмотря на, казалось бы, минималистичную отделку. Так и есть. И в том числе это заслуга вот и одноэтажного дома, ну и, естественно, ребят, которые все это не перегрузили деталями. А еще одну важную вещь мы забыли проговорить. Это террасная составляющая. Здесь много террас, они взаимосвязаны, и половина жизни за городом происходит на террасах. Ну и, соответственно, это тоже важная часть дома. И все нужные помещения выходят на них. Поиск материалов для такого проекта тоже отдельная задача. Поскольку дом большой, материалы должны быть все в одном оттенке, в одной тональности. Для этого нужно выбирать не просто слэб, а каменный блок, из которого напиливаются потом слэбы. То есть это должен быть большой очень объем материала. То же касается и шпона. Шпон подбирается одним единым заказом. Невозможно потом докупить шпон, он будет отличаться в оттенке. И для этого просто нужно время. Поэтому, собственно говоря, и для нас важно было подключиться к интерьеру на очень ранней стадии, когда дом еще строится, чтобы выполнить проект и просто
привезти сюда специальные материалы, которые невозможно купить. Их можно только заказать. Мы уже отсняли спальню. Она очень обволакивающая, такая, при том, что достаточно большая. Расскажи, как вы ее собирали? Спальня — это вообще наша большая любовь. Это прям поистине мастер-бедрум. Приватная зона, она большая, она в себя включает все необходимые удобства, и гардероб, и санузел. И в первую очередь это продиктовано планом дома и структурой дома. И все это направлено на шикарный сад, который открывается из больших окон, лежа на кровати. И, собственно, мы хотели это подчеркнуть. И от этого у нас родилась такая осевая симметрия расположения всей мебели. Мы это выделили, опять же, натуральными материалами в виде травертина и шпона. И для изголовья выбрали совершенно невероятные французские обои, которые тоже выполнены из натуральных материалов. Это шпона с инкрустацией перламутровых частей. И когда днем солнце заливает спальню, это начинает просто невероятно переливаться и играть, и добавляет какой-то глубины, такой мистичности немного. Вань, у вас еще не самый стандартный кабинет здесь получился в этом проекте. Кабинет поистине очень нестандартный, и многие совершенно не поймут, почему мы его называем кабинетом. Там нету рабочего стола. Это все обусловлено предпочтениями клиентов и в том, что вот для них так комфортно, и они предпочитают работать в неформальной обстановке. Это классно, когда для людей работа это не про офис, не про какую-то изнуряющую работу, а когда работа вписана в какой-то обыденный режим, в рутину. Мы пытались в этом помещении тоже совместить совершенно разные функции. Это спорт, библиотеку, место, в котором ты можешь прийти и собраться с мыслями, и просто подумать, возможно, о работе. И также из этого условного кабинета мы попадаем на шикарную террасу и снова наслаждаемся природой, садом. И вот все. Кайфуем. Да. У вас на проекте очень хорошо миксуются современные изделия, да, с классическими. Тут осталась мебель заказчиков. Расскажи про это чуть подробнее. На старте проекта, когда мы приступали к проектированию, нам заказчики сказали, что у них есть некоторые предметы, которые им очень дороги, и они точно переедут в этот дом, и нужно их обязательно вписать в интерьер. Это невероятной красоты антикварные комоды, стулья, буфеты. И очень органично вписались в интерьер и работают на контрасте с нашим нейтральным интерьером. И, собственно, на этом месте очень понятно, почему они так хорошо работают. Потому что мы создавали базу, оболочку интерьера, в которую мы можем вписать впоследствии практически, наверное, любые предметы искусства, антиквариата и так далее. Мне кажется, это очень классная история, когда клиенты могут уже на этот оформленный холст классной рамой добавлять свои краски, и от этого интерьер будет становиться только лучше, богаче, интереснее. Он становится таким более интеллектуальным и развитым. Как-то любимый вопрос. Курьезные случаи на проекте. Что-нибудь накосячили тут кто-то? Конечно. Ну, это как это будни строя. Я не могу сказать, что все было идеально, все приехали вовремя, все сделали просто день в день, конечно. И прежде всего все заказчики по любым проектам, но это уже такая всем известная история, что все жалуются, что почему так долго. Вот. И несмотря на большой интерьер, маленький, уже ходят мемы, что дизайнеры все время делают все долго, архитекторы опаздывают со сроками, все проваливают сроки, и это такая боль, конечно, очередная. Долго и дорого.
ну, да, все выходят из бюджета, хотя на самом деле мы в своей работе стараемся отслеживать бюджет. У нас есть довольно подробные ведомости со всеми материалами, отделками. Ну, конечно, невозможно предусмотреть все, тем более как бы с экономическими всеми коллизиями, да, поскольку интерьер делается не там 2 месяца, а, в общем-то, такой интерьер, да, это около там 1,5-2 лет, это очень серьезная большая работа, меняются цены, естественно, подрядчики не всегда выполняют все в срок, поэтому, ну, к сожалению, да, вот коллизии в основном связаны со временем и со стоимостью. Ребята, очень хочу попросить вас подписываться на наш проект и оставлять как можно больше активности. Комментарии, что нравится, что не нравится, лайки, дизлайки. Это все очень важно для нас. Больше 70% всех наших зрителей смотрят нас без подписок, и это расстраивает. Поэтому поддержите наш проект подпиской и лайками. Все, ребят, спасибо. Вот уже в готовом проекте, как вы ощущаете себя, как вам результат? Ну, вы знаете, ну, если сказать, что полностью, как я предвидел, то нет. То есть все, как работает пространство, как работает дом с участком, как работают помещения разные друг с другом, никаких сюрпризов не было, все четко. Но уникальность одноэтажного дома, она все равно уникальность. Ты не можешь предвидеть что-то уникальное, ты можешь предположить, но в жизни все равно это выглядит как-то немножко по-другому. Каждый раз, приезжая сюда, для меня есть что-то необычное в том, что дом все-таки одноэтажный, вокруг все стандартные дома, 2-3 этажа, и это необычное впечатление. И, соответственно, ходить по этому дому, понимая, что нет вот этих вот привычных лестниц, того, что ты куда-то должен перейти, это тоже необычное. Такое, хотя дом полноценный, все равно в нем вот для меня есть какая-то приятная павильонность. Он, ну, достаточно фундаментально построен, при этом за счет одноэтажности остается вот эта вот какая-то дачность, загородность. Как в этом проекте отражаются заказчики? Потому что иногда бывает так, что дизайн-проект — это такая квинтэссенция амбиций дизайнера. Я тут с тобой не согласен, и на этом проекте совершенно все не так. И мы перед началом проекта познакомились с заказчиками и съездили к ним домой, посмотрели, как у них устроен быт, вплоть до постирочной и каких-то технических зон, вообще как они спят, едят и так далее. И на самом деле у нас очень прекрасные клиенты, которые знают, чего они хотят, и у них был сформирован уже достаточно подробный бриф, как это должно быть в новом доме, что для них привычно, чего точно не нужно делать. Это очень классно, когда люди уже знают, как это должно быть для них. И, пожалуй, каждый клиент должен задать себе этот вопрос, как он хочет и какие для него главные вещи, потому что многие отдают этот вопрос на усмотрение дизайнеров, то бишь нас, и потом остаются недовольным и говорят: а вы вот нам не предусмотрели. То есть залог успеха любого проекта — как можно больше рассказать о своей жизни и отметить самые главные важные точки в жизнедеятельности дома, жилища, как вы привыкли и что для вас важно, потому что все люди разные, и мы не можем за всех угадать и предусмотреть какие-то особенные вещи для каждого. Так вот, наши заказчики, можно сказать, очень подготовлены, и для них свойственен образ жизни осознанного потребления. Они не любят лишних вещей и очень к этому скрупулезно подходят. Все должно быть рационально, функционально. И, собственно, мы постарались максимально в этом доме это учесть и сделать таким образом, чтобы это было рационально. Рационально и чуть-чуть эмоционально. Да. Спасибо, Ваня. Все, что ли?